Вы думаете, россияне нормальные люди? Русские люди в порядке, а правительства совсем нет. Путин – психопат. Война – это проблема из-за государства или из-за людей? Я знаю, что они думают, что Украина принадлежит России, но это не так. Всем привет, вы на канале Около Канады, и сегодня мы пройдемся по улицам Канады и узнаем, что же все-таки канадцы думают о россиянах. Погнали! Оставляй лайк и подписывайся на канал. Что вы думаете о русских? Русские. Я думаю, что люди все одинаковые. Все люди, все страны, все одинаковые. А то Путин, вы знаете, он диктатор. Он использует деньги, импульс, и никто не может его остановить. Я не встречал никаких русских людей, но в фильмах они выглядят как простые люди. Война – это проблема из-за государства или из-за людей? Я думаю, виноваты оба, но больше люди. Думаете, люди не могут это остановить? Лично я думаю, что это в основном правительство, потому что даже если люди России не хотят этой войны, то что они могут сделать, если правительство уже решило за них? Нет, это правительство. Люди хорошие, это правительство, как с Канадой. Он премьер. Он не сделал хорошего. Он не хорош для нашей страны. Также и Путин не хорош для вашей страны. Это правительство. Это определенно правительство. Если мы углубимся в русскую историю, а потом вернемся до СССР, то я знаю, что россияне думают, что украинцы принадлежат России, но это не так. Я думаю, что у них много факторов. Вы любите русских? Конечно, это не из-за русских людей. В России есть много недовольных правительством, много людей, которые протестуют и не согласны с войной, и все эти молодые люди, которые будут бороться. Это очень грустно. Я думаю больше о том, как правительство, Владимир Путин, хочет сделать инвазию, как он чувствует, что он управляет Россией. Сейчас он пытается инвестировать в войну с Украиной и возвращение Российской империи, чтобы быть на том же пляже, как Горбачев и остальные лучшие русские лидеры, какие были раньше. Это правительство, с которым нужно покончить. Я не знаю, что правда и что нет. Все, что я знаю с телевидения, это инвазия. Вы думаете, россияне нормальные люди? Конечно, каждый из нас нормальный, но мы все немного животные. Я думаю, что это абсолютно безумие. Я думаю, что этот мир сошел с ума. Есть слишком много войск и преступников. Что вы думаете о Путине? По поводу Путина я не знаю достаточно. И я просто ненавижу его. Но это очень сложно, и мне нужно лучше понимать русские перспективы. Как они это видят со своей стороны, в том числе и действия лидера. Я уверен, что у него есть свои плюсы и ошибки. Я думаю, что он хороший русский, но он не очень хорошо себя ведет. Он очень агрессивный, и он совсем не думает о жизнях людей. Это не вина людей. Это все Путин. Русские люди в порядке, а правительства совсем нет. Путин – психопат. Что вы думаете о русских? Они прекрасны. Канада очень мультикультурная, и это прекрасно, что люди сюда приезжают. Вы думаете, канадцы знают много о ситуации в Украине и России? Я думаю, что они знают только о том, что им говорят в новостях, и мы можем знать больше о ситуациях в этих странах. Но мы можем доверять новостям. Я не знаю слишком много русских, но я знаю, что их здесь много. И мне не нравится, что так много иммигрантов сейчас в Канаде. Они приезжают сюда и забирают все у людей, которые сейчас бедствуют и не имеют дома. Это плохая ситуация. Я думаю, что почти все войны остаются на правительстве. Люди не решают, будет война или нет. Люди обмануты правительством. Это правительство, совершенно точно. Они уничтожают людей. Что вы думаете о Путине? О Путине? Я не уверена, что мне думать о нем. Я не думаю, что он такой злой, как люди его предпочитают видеть. Он пытается бороться с этими правительствами, которые все коррумпировали. И это мое мнение, я их всех ненавижу. Как ты относишься к людям из России в Канаде? Я не из Канады, я из США. Я просто посетил Калгари. Что ты думаешь о Канаде? Это мой первый день здесь. Мне нравится. Отличное время. What do you think about Russia? Great, thank you. It's a service. Okay, goodbye. Have a good day. Я люблю русских, но мне кажется, что это коррупция. Я очень грущу из-за украинцев, особенно из-за женщин. Женщин забирают в Россию, заставляют заниматься проституцией.
Я очень грущу с ними. Украина должна идти в мирные переговоры или продолжить войну? Я думаю, что она должна войти в мирные переговоры, потому что у них так много поддержки, они могут пойти на мир и попробовать поверить России, чтобы не вошли в Украину и чтобы остановить атаку на Украину. Я за свет, мир и любовь. Вы знаете столицу России? Столица России. Это. Немного подскажу. Это Моск. Москва? Да, точно. Русские, у меня нет ничего против них. Вы думаете насчет войны? Против войны. Я не сильно люблю россиян, мне нечего о них сказать. Страшно. Мое сердце болит из-за этого так, что я не могу даже видеть на телевидении. У меня есть такой флаг украинский, прямо перед домом, там подсолнухи и голубое небо. Сейчас они оккупировали часть Украины, так что это плохо. У меня есть родственники в России, и это очень сложно общаться с ними, так как мы имеем разные мнения. Но может быть все русские хотят бороться, потому что у них царь Путин, и они делают то, что он хочет. Надеюсь, что скоро это закончится и будет мир. Вы думаете, война это из-за правительства или из-за людей? Я совершенно не информирован об этом, но я знаю, что явно кто-то атакует людей, ненавидит людей. Люди умирают, это все, что важно. Вы думаете, в Канаде знают много про войну в Украине? Нет. Это потому, что новости не показывают эту информацию? Да, новости не показывают. И люди удивлены этому, люди тут знают об этом. Но никто не знает, что именно происходит.